Глава 376. Первые результаты. Маленький город Олдман встретил первый успех после формирования. После того, как 4 племени присоединились к Альянсу, силы средних размеров продолжали приходить. Олдман предоставил 30% акций для других держав, гномы владели 19%, а Чутянь владел 51%, поэтому он все еще имел абсолютный контроль над маленьким городом. Комитет чудотворной торговли начал строительство отеля и театра в маленьком городе. Открыв гостиницу, они были готовы превратить этот небольшой городок в лесу в современный город, обогащая жизни людей. Оживленность в маленьком городке возрастала с каждым днем, и если они продолжат развиваться с такой скоростью, они скоро станут самым могущественной силой на окраине леса. Но Чутянь также готовился и к дождливому дню. Чем оживленнее становился маленький город, тем больше внимания уделяли ему крупные персонажи в лесу. С нынешней силой Комитета чудотворной торговли они могут господствовать в этих небольших районах. Если же они должны будут сражаться в битвах более высокого уровня, это будет слишком рано для них. Комитет чудотворной торговли пользовался поддержкой Южной летней страны, но Южная летняя страна была лишь небольшим королевством, и оно было очень далеко, поэтому они не могли послать помощь, даже если бы захотели. Поэтому для столкновения с настоящими державами леса они должны как можно быстро окрепнуть до того, как те наведаются к ним в гости. Или им нужно было собрать больше союзников, сформировав альянс с достаточной силой, чтобы сохранить их в безопасности. Чутянь. Чутянь. Чутянь услышал, как Мэн Ин зовет его. Прежде чем он успел повернуться, девушка ворвалась в комнату Чутяня, как ветер, и взволнованно закричала: «Есть большие хорошие новости». Чутянь посмотрел на нее странным взглядом. Что за большие хорошие новости? Гномы сказали, что несколько десятилетий назад они обнаружили большой кристаллический рудник в лесу, который находится примерно в 400 милях отсюда. Старшая сестра Нангунь пошла, чтобы подтвердить это, и даже сделала несколько снимков. «Иди и посмотри». Выражение лица Чутяня немного изменилось, потому что он мог видеть на фотографиях в руках Мэн Ин, что это действительно была кристаллическая руда, и в ней текла кристаллическая нефть. Это была фактически серебряная сырая нефть, которая полностью отличалась от белой сырой нефти в южном небесном городе. Уровень энергии в кристаллической нефти повлияет на его цвет. Низкое качество — белая кристаллическая нефть, средняя — серебряная кристаллическая нефть, а высокая — золотая кристаллическая нефть. Другими словами, кристаллическая шахта, которую гномы обнаружили несколько десятилетий назад, на самом деле была шахтой с серебряной сырой нефтью, которая имела невероятно высокую цену. Плотность энергии в серебряной сырой нефти была в 20 раз выше, чем в белой сырой нефти. Если бы эта серебряная сырая нефть могла быть превращена в аккумуляторы изначальной энергии, этого было бы достаточно, чтобы активировать массивы изначальной энергии 3-го уровня и выше. Таким образом, они могли бы создавать технологии еще более высокого уровня, особенно предметы с высоким потреблением, такие как крупные космические склады. Если они используют его для создания оружия изначальной энергии, это не было бы чем-то, с чем можно было бы сравнить оружие из белой нефти. Замечательно. Чутянь с удовлетворением кивнул. Найдите людей, которые четко исследуют эту область. Я хочу знать близлежащие силы и масштаб кристаллической шахты. Серебряная кристаллическая нефть по своей ценности слишком велика для нынешнего комитета чудотворной торговли, но в конечном итоге им придется использовать ее, поэтому было неплохо подготовиться заранее. Окружение леса хаоса не могло сравниться с южной летней страной, везде были богатые ресурсы, но открыть их было нелегко. Местные жители были очень чувствительны и реагировали, если были хоть какие-либо легкие движения. Не говоря уже о том, что кристаллическая нефть была очень опасным продуктом. Если бы кто-то уничтожил ее, это была бы огромная потеря. Старшая сестра Нангунь лично отправилась на расследование, поэтому ты можешь быть уверен, сказала Мэн Ин, а затем неожиданно добавила: я говорила со старшей сестрой ранее, и ресурсы, приобретенные здесь и доставленные комитетом чудотворной торговли, заполнили склады. Есть более 400 священных трав 2-го уровня, более 300 священных трав низкого качества, 60 священных трав среднего качества, 20 священных трав высокого качества и 5 священных трав высшего качества. 5 священных трав высшего качества. Каждая священная трава в южной летней стране была очень дорогой. В лесу хаоса везде были обычные травы и духовные травы, даже священные травы были очень распространены в гнездах демонов, поэтому их можно было найти с небольшим риском. Если бы эти травы были помещены в южную летнюю страну или в любую другую человеческую страну, они были бы куплены по невероятно высокой цене, и обычно их даже не было на рынке. Комитет чудотворной торговли мог купить большое количество этих трав в лесу хаоса менее чем за 1/10 от этой цены. Комитет чудотворной торговли, занимающийся бизнесом в лесу хаоса, может считаться бесподобным. Это произошло из-за того, что Комитет чудотворной торговли, занимающийся бизнесом в лесу хаоса, не должен был платить за транспортные расходы, риски, затраты на рабочую силу или затраты времени.
Сложная местность леса хаоса не могла помешать комитету чудотворной торговли транспортировать свою продукцию. Демонические звери и местные жители в лесу хаоса вообще не могли угрожать безопасности товаров комитета чудотворной торговли. Наиболее важной была эффективность. С космическим складом в руках не было других компаний, которые могли бы сравниться с эффективностью комитета чудотворной торговли. Сырье из леса хаоса могло быть доставлено в южную летнюю страну, и после того, как оно было переработано в продукты, они были возвращены в лес хаоса, чтобы быть проданным по высокой цене, где они затем использовали бы полученную прибыль, чтобы купить больше сырья. С этим циклом, пока нормальная компания работала взад и вперед, комитет чудотворной торговли заработал бесчисленное количество прибыли. Чутянь сказал Мэн Ин: «Ты принесла священную медицину высокого и высшего качества». Мэн Ин кивнула, когда она сразу же вынула список материалов. Все купленные материалы здесь. Чутянь прокрутил список. Священная медицина высокого и высшего качества в этом списке была в основном предназначена для совершенствования, а некоторые полезны для детоксикации, заживления, долголетия и других целей. Это также означало, что пилюли, очищенные от этих священных лекарств, могут быть использованы, чтобы легко улучшить самосовершенствование человека. 5 священных трав высшего сорта были особенно ценными. Если бы была правильная техника очищения, тогда, если бы она была дана человеку на пике 9-го слоя пробужденной души, они могли бы пробиться через свое узкое место и достичь царства истинного духа. С имеющимися у них ресурсами этого уже было достаточно, чтобы прорваться через царство пробужденной души. Что касается других людей, не нужно было беспокоиться. С тем, как развивался маленький город, это займет всего 5-8 дней. Скажи складу, чтобы эти травы остались, я лично очищу их. Чутянь не верил в технику тех стариков. Мэн Ин широко раскрыл глаза. Держать их всех? Чутянь удовлетворенно кивнул. Чепуха, для чего мы руководим этой компанией? Разве это не просто для сбора ресурсов для совершенствования? Пусть все подготовятся, мы должны увеличить свои силы. Кроме того, скажите молодой мисс, что лесная страна стабильна, так что пусть она приготовит вещи в южной летней стране и немедленно приедет сюда, чтобы помочь нам. Без нее рядом со мной мое тело болит, и я чувствую себя некомфортно. В эти дни без молодой мисс каждый день проходит как год. Как слащаво. Мэн Ин закатила глаза на него. Но после того, как она так долго не видела старшую сестру, ее сердце также наполнилось тоской. Хотя они могли разговаривать через устройство связи и видеть друг друга через зеркало для передачи изображений, разговаривать друг с другом на расстоянии десятков тысяч миль было не так реально, как видеть друг друга лицом к лицу. Лес хаоса уже стабилизировался. Старшая сестра должна была подготовить все в южной летней стране, поэтому все должны быть в состоянии прийти сейчас. Пойдем проверим маленький город. Чутянь встал и схватил Мэн Ин за руку. Красивое лицо Мэн Ин слегка покраснело, но она не возражала, когда они вдвоем прогуливались по рынку маленького города. Небольшой город выглядел еще более оживленным после развития. Особенно верхний уровень шахты. Это место было самым большим пространством, и оно было полностью превращено в рынок, где патрулировали солдаты армии Альянса. Несколько варваров вели агров, орков и людей, и с таким впечатляющим составом никто не осмеливался создавать проблемы в маленьком городе Олдман. Было несколько гоблинов, которые торговались с людьми-кроликами, надеясь купить травы у людей-кроликов по более низкой цене. В прилавке впереди были 2 торговца-гнома, которые пытались продать несколько странных предметов нескольким гоблинам. Недалеко были люди-мыши, которые держали руды, пытаясь найти людей, чтобы продать. В этом маленьком городке переплелись разные языки и расы. Слабые расы жили на нижнем уровне леса хаоса, но теперь в Олдмане они осмелились открыто заниматься своими делами. В это время мимо них проходил молодой ОГР с большой корзиной. Хотя это был ОГР, он все же был намного выше, чем Чутянь и Мэн Ин. Его рука была такой же толстой, как бедро Чутяня. ОГР подобрал несколько фирменных блюд, несколько фруктов и несколько сердец демонов. Он сказал на ломаном человеческом языке: «Дёшево, купи немного». Мэн Ин достала несколько камней низкого качества, чтобы положить в его руку, и выбрал несколько вещей. Этот молодой ОГР быстро выразил свою благодарность. Молодой ОГР побежал в гостиницу Комитета чудотворной торговли и купил кучу консервированных продуктов Комитета чудотворной торговли. Огры не имели никакого сопротивления консервам вообще. Гостиница в городе Олдман уже была построена. Но эта гостиница отличалась от тех, что в городах. В гостинице Олдмана, хотя и были некоторые духовные звери, орки и гномы, которые были постоянными клиентами, гостиница не полагалась на ежедневное дело, чтобы зарабатывать деньги. Эта гостиница была просто открыта, чтобы позволить различным племенам попробовать их блюда. Виноделие и блюда в лесу были в недостатке.
Комитет чудотворной торговли использовал изначальную энергию для создания вина и приготовления пищи. Поэтому отель маленького города Олдман в основном занимался торговлей вином и консервами. После того, как гномы попробовали вино, сделанное комитетом чудотворной торговли, они сразу же бросили все деньги, чтобы купить 500 бочек. После того, как различные воины попробовали приготовленную в комитете чудотворной торговли еду, они взревели в небо, что прожили эти годы напрасно. Затем они покупали консервированные продукты комитета чудотворной торговли сотнями тысяч штук. Недавно открывшийся магазин пилюль и талисманов в маленьком городке был таким же популярным. Хотя на первый взгляд это был розничный магазин, реальный доход был получен от больших заказов, которые они посылали каждому племени. Независимо от того, сколько они хотели заказать, они могли их удовлетворить. Комитет чудотворной торговли доставлял продукты как по волшебству. Эта скорость и эффективность, как будто они уже все подготовили. Но как в маленьких шахтных туннелях могут храниться все эти вещи? Они наблюдали в течение многих дней, но они никогда не видели каравана, выходящего из комитета чудотворной торговли. Комитет чудотворной торговли, казалось, был полностью окутан тайной, которая пугала всех местных жителей. Когда Чутянь увидел, как маленький город постепенно развивается в нужном ему направлении, его сердце наполнилось счастьем. Но в это время беда. В панике прибежала Фэн Кейди к Чутяню. Внезапно прибыло много эльфов. Чутянь был ошеломлен. Эльфы? Откуда пришли эти эльфы? Фэн Кейди проглотила полный рот слюны. Я не знаю откуда, но, слушая их, кажется, что они ищут свою принцессу. Боюсь, это. Глава 377. Приход эльфов. Пышная листва в лесу заблокировала солнечные лучи, падающие вниз. Было несколько гоблинов с сумками, наполненными травами и рудами, которые в приподнятом настроении мчались по дороге маленького города Олдман. Гоблины были довольно распространенной расой в лесу. У них была зеленая кожа, как у орков, но они были маленькими, слабыми и недалекими. В основном они придерживались вегетарианского питания, хотя у них был сильный слух, они были робкими по своей природе. Таким образом, они всегда были одной из низших рас в лесу, даже мыши и кролики, эти низкоуровневые звери доминировали над ними. Таким образом, они всегда подвергались издевательствам со стороны других рас. Гоблины обычно не смели иметь прямой контакт с другими расами. Они могли зарабатывать на жизнь только маленькими кражами, такими как кража предметов, трав и но гоблины были очень счастливы в последнее время. Это было уже их 4-е путешествие по дороге маленького города Олдман. Город Олдман был местом справедливой и безопасной торговли. Даже такая слабая раса, как они, не подвергалась бы издевательствам, поэтому теперь они могли смело вынимать свои драгоценные вещи, чтобы обменять на нужные им предметы. На что бы им сегодня обменять предметы, консервированные продукты? Оружие гоблины обсуждали друг с другом по дороге. Кто бы знал, что их острый слух внезапно уловит звук. Когда гоблины посмотрели на источник звука, они испугались до смерти. С резким криком они повернулись и убежали. В каньоне маленького города Олдман красивые и изящные белоснежные единороги начали окружать город. Эти демонические звери казались вырезанными из белого нефрита, полными взрывной силы и красоты. Они были как произведения искусства, действительно достойные того, чтобы быть духовными зверями, регулярно фигурирующими в литературе, балладах и стихах. Единороги были высокоуровневыми демоническими зверями, обладающими разумом, а их уровень можно было определить по рогу. В обычной ситуации белый рог означал, что они были демоном 2-го уровня. Если бы их рог был серебристым, их бы считали демоном 3-го уровня. Если бы их рог был кристально-золотого цвета, это означало бы, что это король-единорог 4-го уровня. Около 3000 белых единорогов плотно окружили маленький город Олдман. Их было много, и это можно даже считать армией единорогов. Кроме того, на каждом из единорогов был эльф, который держал лук и смотрел в сторону Олдмана. Что насчет гоблинов, которые бежали в страхе, ни один эльф не заботился о них. Когда сюда пришли эльфы, они напугали бесчисленное количество слабых монстров, таких как гномы, гоблины и бигфуты. Они также встревожили и многих сильных существ, таких как орки и духовные звери высокого уровня. Потому что в этой армии было слишком много единорогов. Даже если они не испугались этой сцены, никто не осмелился бы двинуться против эльфов. Все были в замешательстве. На окраине леса хаоса, откуда взялось так много эльфов? Эльфы были одной из главных сил леса хаоса, им не нравилось взаимодействовать с другими расами, и они не будут атаковать других без какой-либо причины. Так что же происходило на этот раз? Дедушка.
Эльф, которому было 14-15 лет, одетый в зеленые деревянные доспехи и держащий в руках тонкий лук, в настоящее время стоял перед старым эльфом. Мы уже подтвердили эту информацию, и маленькая принцесса Вивиан была похищена в это место. Мы должны убить здесь всех и спасти принцессу. Этот старый эльф не выглядел очень старым, без морщин на лице, только его волосы и брови были седыми. Его аура была глубокой и совсем не покрытой. Хотя он ехал лишь на обычном единороге, его аура заставляла его выделяться среди эльфов. Маленькая принцесса была похищена. Кто мог похитить ее в этом мире? Эльфийскому старцу не нужно было так много думать, чтобы угадать, что произошло. Эльфы не были милитаристской расой, поэтому в бойне не было необходимости. Этот маленький городок был просто тривиальной державой на опушке леса, он вообще не мог привлечь внимание эльфов. С таким же успехом они могли бы сначала поймать маленькую принцессу и все расследовать. Грейхард, не нужно быть опрометчивым. Маленькая принцесса по натуре мятежна, ты хочешь, чтобы она снова сбежала. Эльфийский старец очень ясно понимал личность Вивиан. Чтобы справиться с маленькой принцессой, они могли только убедить ее и не могли применять насилие, поэтому он приказал: иди и скажи маленькому городку, что, если они не хотят, чтобы кто-нибудь получил травму, они должны передать маленькую принцессу Вивиан. Эльфы — это цивилизованная раса с длинной историей, мы не будем использовать насилие, когда можем избежать его. Я верю, что добрая маленькая принцесса Вивиан не пожелает, чтобы из-за нее пострадали невинные люди. Эльф немедленно пошел, чтобы сделать это объявление. Эльфийский юноша Грейхард был немного недоволен. Это всего лишь небольшое племя на краю леса, а мы благородные и сильные эльфы, почему мы должны быть вежливы с этими низшими племенами? Все существует по какой-то причине, мы не можем случайным образом убивать людей, потому что они хуже нас. Великий старейшина считал людей и духовных зверей муравьями и с гордостью сказал: поскольку существуют грубые и уродливые расы, эльфы будут становиться все более элегантными и благородными по сравнению с ними. Поэтому мы не можем легко разрушать традиции эльфов, в этом разница между нами и другими расами этого континента. Грейхард открыл рот. «Ничего не говори больше». Великий старец прервал его. «Мы только расследуем дело о украденной бессмертной траве Ауберсона и принцессе Вивиан, сбежавшей с племени, нам не нужно беспокоиться ни о чем другом, что не связано с этим». Вивиан, Чутянь и Мэн Ин вышли вместе. Это плохо. Вивиан увидела эльфийского старца, сидящего на единороге, и выражение ее лица мгновенно изменилось. Это великий старец племени Древа Жизни. Прежде чем Вивиан сбежала, она находилась в племени Древа Жизни. Племя Древа Жизни не было самым важным местом для эльфов и не могло сравниться даже с городом, но положение, в котором оно находилось, считалось местом происхождения эльфов и было исконной землей племен лесных эльфов. Таким образом, хотя оно не было роскошным или сильным, согласно традициям эльфов, каждый эльф должен был посетить это место однажды в своей жизни. Им нужно было принять это учение и изучить правила клана. После того, как они повзрослеют, их отправят в различные племена для опыта. Этот период времени был очень важен для каждого эльфа. Вивиан была младшей дочерью эльфийского короля, и она фактически избежала земли предков, а также украла бессмертную траву старейшины. Естественно, этот вопрос вызвал большой переполох, поэтому он плохо повлиял на эльфов. Когда Грейхард увидел принцессу Вивиан, он показал радостный взгляд. «Принцесса, вы покинули племя на 2 месяца, вас искали многие эльфийские племена. Мы были уверены, что некоторые торговцы людьми обманули принцессу, и именно так сложилась нынешняя ситуация. Пока мы сурово накажем этих людей, принцесса сможет получить более легкое наказание. Не говори глупостей. Я была той, кто украл траву и сбежала из дома, все было решено мной и только мной». Вивиан говорила без страха или сожаления. «Я уже стала частью комитета чудотворной торговли, поэтому я не вернусь с вами. Скажите королевскому отцу и тем старикам в совете, что я уже освоила технологию, которая может изменить судьбу эльфов, и когда я вернусь, вся раса будет иметь выгоды». Лицо Грейхарта изменилось. Маленькая принцесса действительно была обманута людьми. Иначе как она могла сказать такую чушь? Чёрт, эти хитрые, лживые люди, им больше всего нравилось обманывать чистых эльфов. Самое ужасное, что даже жемчужина эльфийской расы, принцесса Вивиан, была обманута, это только увеличило их преступление. Вивиан сказала, что она присоединилась к компании и хотела быть частью человеческой команды. Это было просто богохульством для эльфов и серьезным нарушением эльфийских правил. Нет, это было не просто нарушением правил, это было восстанием против расы, лицо эльфийского великого старца потемнело. Если бы дела приобрели больший оборот, Вивиан будет заперта, по крайней мере, на 100 лет. Это будет самым настоящим заключением, а не домашним арестом. Даже Вивиан не сможет избежать эльфийского наказания. Даже для долгоживущих эльфов это все еще считалось очень серьезным наказанием. Чутянь видел, что дела приобретают плохой оборот, поэтому он сразу же выделился и сказал: «Эльфийские друзья ошибаются, Вивиан украла траву, чтобы спасти меня».
Но что касается этого вопроса, я уже заткнись. Ты коварный человек. Деревянное копье Грейхарта пронзило землю, и Чутянь почувствовал, как бесчисленные виноградные лозы вылетали, обвивая его тело, словно гигантские питоны. Фигура Грейхарта исчезла, когда он ударил своим копьем, как метеор. Грейхард выглядел как подросток 13-14 лет, но на самом деле ему было уже 60 человеческих лет, и он был лишь немного моложе Вивиан на 11 лет. Разум эльфов развивался медленно, но молодой эльф этого возраста не был слабым. Не говоря уже о том, что Грейхард был внуком великого старейшины племени, поэтому его совершенствование уже достигло первого уровня истинного духа. Вивиан хотела остановить это, когда увидела. Она была очень хорошо знакома с навыками Грейхарта, и с ее силой и природной пространственной энергией ей было легко остановить его. Однако, прежде чем она смогла сделать ход, пространственная печать эльфийского старейшины упала на Вивиан и немедленно запечатала ее дух. Это было плохо, она не могла использовать свои пространственные навыки, копье Грейхарта собиралось пронзить Чутяня. Лицо Чутяня также потемнело. Черт возьми, это кучка упрямых и глупых эльфов. Вы, очевидно, можете получить большую сделку, но вы на самом деле пытаетесь убить этого отца. Однако, если этот отец так легко умрет здесь, то 2 мои жизни были напрасны. Меч демонического бога взлетел в небо, разрушительная сила, которая смотрела свысока на всех существ, мгновенно разорвала лозы вокруг него. Чутянь непосредственно вошел во вторую форму преобразования пламени демона, и с бесконечной силой меча демонического бога он послал удар Грейхарту. 8-й слой пробужденной души против 1-го слоя истинного духа. Это было что-то, что было предрешено заранее. Чутянь, используя секретное искусство преобразования пламени демона, мог максимально увеличить свою силу на 1 слой, но добавив мощное усиление меча демонического бога, он мог напрямую убить эксперта 9-го слоя пробужденной души. Даже если он столкнется с культиватором 1-го уровня истинного духа, вряд ли он будет побежден. Донг, 2 силы столкнулись. Обе стороны были отправлены в полет. Чутянь был в невыгодном положении, но деревянное копье Грейхарта также было слегка сожжено пламенем пустоты. Такая злая сила. Грейхард был тайно шокирован. Принцесса Вивиан, с вашим благородным статусом и родословной, как вы можете быть с этой низшей расой, известной своей ложью и хитростью? Не говоря уже о том, кто совершенствует такую злую технику. Я думаю, он явно использует ваш статус, чтобы иметь дело с эльфами. Этот беспорядок становился все больше и больше. Чутянь почувствовал, что ему лучше уже просто поменять имя на Чухейго. Глава 378. Племя Древа Жизни. Все ли эльфы так же неразумны, как и вы? Мэнин была взволнована и рассержена. Эти эльфы двинулись против Чутяня у входа в маленький город Толман. Что подумают люди в маленьком городке? Но Мэнин была слишком слаба и никак не могла помочь, поэтому она могла только с негодованием ругать их, использовать хаос и слухи, чтобы дискредитировать человека. Я думала, что эльфы — цивилизованная и дружелюбная раса, но похоже, что вы ничем не отличаетесь от орков и огров. Лица всех эльфов изменились. На континенте эльфы были известны как самая благородная, грациозная, красивая и цивилизованная раса, но теперь кто-то сравнивал их с ограми и орками. Это была просто атака на самоуважение эльфов. Мэнин громко кричала: «Вы можете убить меня, я не могу победить вас, но я все еще должен сказать, что у меня сложилось неправильное впечатление о вас всех». Этот человек выглядел довольно молодо. Она была также красивой и невинной молодой девушкой. У эльфов была привычка судить людей по их внешности. Они думали, что красивая душа будет обязательно иметь красивую внешность. Поскольку у эльфов было чистое сердце, каждый эльф рождался с невероятной красотой. Поэтому, когда Мэн-Ин заговорила, их первое впечатление о ней было неплохим. Тем не менее, они не могли убить ее из-за этих слов, иначе между ними и неуклюжими и слабыми ограми и орками не было бы никакой разницы. Им право. Вивиан также была полна ярости. Раньше я думала, что эльфы — самая дружелюбная раса, но теперь даже я смущаюсь. Убивать кого-то до того, как все станет ясно, так действует наша эльфийская раса. Лицо великого старца было нерешительным. Наконец он махнул рукой, и эльфы убрали свои луки. Он поехал вперед на единороге. Эта храбрая и красивая молодая мисс справа, мы, эльфы, сострадательны и справедливы. Грейхард, ты был слишком импульсивен. Грейхард быстро извинился перед Вивиан. В конце концов, принцесса Вивиан была еще молода, и он не мог разрушить все свое будущее только из-за этого маленького вопроса. Разве не все люди лжецы? Это определенно была вина человека. Великий старец слегка поднял руку, чтобы указать на Чутяня. Поскольку это так, мы просим принцессу Вивиан и вас вернуться с нами в племя. Весь этот вопрос будет расследован эльфами. Мэнин не была удовлетворена.
Если Чутянь пойдет к эльфам, не станет ли он просто вашей добычей? Какая квалификация есть у эльфов, чтобы судить человека? У эльфов есть строгий набор правил и законов. Великий эльфийский старейшина сказал безо всякой задержки: «Мы будем судить обо всем по фактам и никогда не подставим невинного человека безо всякой причины». Ин, возвращайся. С таким же успехом я могу просто пойти с ними. Чутянь очень четко высказался по этому вопросу. Если бы этот вопрос не был решен, это было бы большой проблемой, нависшей над их головами. Эльфы были большой расой, и даже через десятки тысяч лет в мире, контролируемом человечеством, эльфы все еще были большей их частью. Чутянь знал, что это упрямая раса, придерживающаяся обычаев, и он знал, как с ними справиться, и его беспокоило только то, что это может затронуть весь Олдман. Чутянь спокойно высказал свое мнение. «Эльфийский старейшина, я готов присутствовать на суде эльфов, чтобы доказать свою невиновность». Однако, поскольку эльфы гордятся тем, что они справедливы, до того, как эльфийский суд вынесет свое решение, и до того, как я буду признан виновником или наоборот, поскольку еще нет осуждения, должны ли эльфы уважать мои законные права и интересы? Эльфийский старец был немного ошеломлен. Это разумно. Сейчас эльфы вторглись в мою собственность, поэтому я надеюсь, что эльфы могут дать надлежащую компенсацию. Дрейхард сердито сказал: «Чепуха». Этот небольшой город совместного управления был создан благодаря большой напряженной работе. Если эльфы заберут меня, маленький город наполнится хаосом, и многие невинные люди будут проливать кровь из-за этого. Моя собственность понесет убытки из-за всей этой ситуации. Чутянь спокойно объяснил: это следствие, случайно вызванное эльфами. Мы не во враждебных отношениях, поэтому эльфы не должны уничтожать чужие земли. По крайней мере, до суда эльфы обязаны защищать этот маленький город. Эльфийский великий старец был немного шокирован. Люди в лесу хаоса были грубыми и бескультурными, никогда не было никого, кто следовал бы правовой системе эльфов. Когда они услышали, что этот человек выдал все эти логические аргументы, эльфы не чувствовали никакого гнева, скорее они чувствовали, что он уважал строгие и принципиальные эльфийские законы. Хорошо, этот маленький город никак не обидел эльфов, так что он не должен быть замешан. Великий эльфийский старец махнул рукой. 1000 людей будет размещена здесь, чтобы поддерживать безопасность этого небольшого города до окончания суда. Тысячная кавалерия единорогов осталась в маленьком городке Олдман. Пока маленький городок не развалится, его работа за этот период времени не пропадет даром. Чутянь сказал Мэн Ин: «Это особенный период, вы все должны держать маленький город в стабильном состоянии. Также свяжитесь с молодой мисс и попросите ее приехать сюда как можно скорее, чтобы управлять городом». Поняла. Мэн Ин увидела, что эльфы не были неразумной расой, и ее сердце почувствовало некоторое облегчение. Тогда ты должен быть осторожен. Чутянь показал презрительную улыбку. Зачем ему бояться этих упрямых парней, не говоря уже о том, что Чутянь в первую очередь не сделал ничего плохого и даже дал эльфам отличный подарок. «Я вернусь в целости и сохранности. Будь уверена», — сказала Вивиан с лицом полным извинений. «Я докажу невиновность старшего брата». Чутянь ехал на единороге, когда уходил с эльфами. Племя Древа Жизни на самом деле находилось очень далеко. Вивиан не чувствовала этого, когда использовала свою технику пространственной телепортации, но сейчас, особенно верхом единороги, все казалось по-другому. Только благодаря единорогам, несущимся днем и ночью в течение нескольких дней, они наконец-то очень быстро прибыли в центр племени Дерева Жизни. Племя Древа Жизни было прародиной эльфов и могло быть прослежено до Великой Древней эпохи. Легенды гласят, что Древо Жизни было более 3000 метров в высоту и могло бросить тень на несколько десятков миль. Рожденный в Великую Древнюю эпоху, его можно считать духовным богом. Именно это загадочное древнее дерево породило лесных эльфов. Конечно, Древо Жизни больше не существовало. Говорят, что оно пало еще в Великую Древнюю эпоху. Древо Жизни было полностью уничтожено, но оно оставило эльфийскую расу. Поэтому эльфы были одной из древнейших рас на континенте. Однако, поскольку у эльфов была славная история, эта длинная история вместо почета стала бременем их расы. Различные неприятные ритуалы и церемонии наполняли жизнь эльфов, а всевозможные традиционные мысли полностью захватывали их умы. У эльфов была долгая жизнь и низкий уровень рождаемости, а также богатые эмоции, которые заставляли их жаждать мира. Они наслаждались музыкой, живописью, поэзией и повышением качества жизни. Они не заботились о мире, отталкивая культуры других рас и никогда не вступая в контакт с другими расами. Эльфы, отброшенные духовными зверями и восстанием людей, были событиями, необходимыми для исторического развития. Однако эльфы еще не видели этого. Эльфы по-прежнему были одной из высших сил на континенте, и во всех регионах часть была выделена для эльфов.
Они все еще твердо верили, что эльфы были самой сильной, самой изящной, самой красивой и самой благородной расой на континенте. Племя Древа Жизни в лесу Хаоса было только исконной землей эльфов. Несколько талантливых или важных эльфов будут отправлены сюда в очень раннем возрасте, купаясь в воде лунных источников, когда они росли, и принимая учения древних правил. Но в конце они все уходили. Родовая земля имела большую охрану и была неприступной, поэтому она была очень безопасной. Однако эльфам не нужно было размещать армию, потому что вокруг племени Древа Жизни было множество других племен. Некоторые были союзниками эльфов в лесу Хаоса на протяжении многих поколений. С защитой этих племен племя Древа Жизни не нуждалось в армии. Когда Чутянь прошел по тропинке в племя Древа Жизни, он увидел несколько членов странной расы. Эти парни были похожи на высокие деревья. Большинство из них обычно находились в глубоком сне, один или двое из них иногда просыпались. Они могут превращаться в человеческие формы и ходить как люди. Не было никаких сомнений в том, что это были трианты. Трианты были также таинственной и древней расой. Говорят, что трианты были расой, образованной из корней Древа Жизни после его уничтожения. В некотором смысле у триантов и эльфов были глубокие отношения. Трианты жили очень долго. Говорят, что большинство из них могут прожить до 10 тысяч лет. Эти долгие годы наполняли каждого старого трианта знаниями. Естественно, древние знания имели свои пределы. Они не передавали знания, как люди, поскольку у каждого мудреца было бесчисленное множество предыдущих мудрецов, стоящих на их плечах, со знанием, быстро конденсирующимся через передачу знания. Знания, собранные триантами за 10 тысяч лет, основывались на их собственном понимании, поэтому их нельзя сравнивать. Маленькая принцесса Вивиан вернулась. Племя эльфов стало оживленным, так как бесчисленные эльфийские дети вышли со всех сторон, как маленькие обезьяны, стоящие на ветвях вокруг. Каждый из них смотрел чистыми глазами на армию единорогов, которая только что вернулась. Дело Вивиан вызвало много волнений. Она уже стала злодеем среди всех эльфов. Эти эльфийские дети были очень удивлены. Принцесса Вивиан, которая играла с ними каждый день, была достаточно храброй, чтобы сбежать от племени. Это было большое преступление. Кто этот человек? Почему он так знакомым? Разве это не Чутянь? Все эльфы зашевелились. Они сразу же узнали его, человека, который ехал с эльфами на единороге. Это на самом деле был человек-мечник, которого они видели в фильме «Храбрый и праведный Чутянь». «Чутянь, это правда ты?» «Я никогда не думал, что смогу действительно встретиться с вами». «Чутянь, ты можешь говорить на эльфийском языке?» Эти эльфийские дети не знали, какова была ситуация. Все они прибегали, крича Чутяня, и было даже несколько парней, которые пытались запрыгнуть на единорога Чутиана. Чутянь поздоровался с ними на стандартном эльфийском языке. «Привет всем!» «Ва!» Все эльфийские дети были ошеломлены. «Твой эльфийский язык так хорош, я думал, что люди не понимают эльфийского языка». Чутянь никогда не думал, что в таком месте у него будет столько маленьких поклонников. Глава 379. Цветочные феи. Чутянь всегда смотрел на эльфов свысока. Это раса, у которой были мозги, не уступающие человеческим, это раса, у которой была длинная жизнь, и это раса, которая с ходом истории была забита духовными зверями в жалкую форму. Почему это произошло? Это было не что иное, как отсутствие бдительности эльфов. Это было не что иное, как эльфы, надевшие на себя кандалы. Это было не что иное, как эльфы, пытающиеся быть цивилизованными, грациозными и справедливыми. Эльфы редко нападали, и они редко использовали уловки во время сражений. Их армии строились медленно, и большую часть времени они вели боевые сражения. У них было несколько возможностей полностью уничтожить своих врагов, но эльфы упустили их. Это была недоброжелательность, это была просто глупость. Эльфы в основном победили духовных зверей, но главные силы эльфов были уничтожены, и их восстановление заняло несколько сотен лет. Если бы духовные звери потеряли свои основные силы, им потребовалось бы всего несколько десятилетий для восстановления, как эльфы могли сражаться таким слабым образом. Но, оставив в стороне тот факт, что раса пропала даром, Чутянь все же любил самих эльфов. С одной стороны, раса эльфов была заполнена красивыми женщинами, и в их племенах редко можно было найти некрасивых людей. С другой стороны, эльфы были чистосердечными. Почти у всех них были такие личности, как у Мэн-Ин. Чутянь никогда не думал, что он уже станет маленькой звездой среди этого племени. Говорят, что в племени Древа Жизни, по крайней мере, 300 маленьких эльфов узнали его, а другие маленькие эльфы слышали имя Чутянь раньше. Поэтому, когда Чутянь был задержан, он все еще получал эльфийский зеленый чай и различные фруктовые десерты.
Чутянь, твоя история была действительно шокирующей. Эльфийская девушка сказала с невинными большими глазами. Ты действительно мечник? Я думаю, что вы не похож на изображение в фильме. Конечно. Чутянь отдыхал в доме на дереве, одной рукой держась за голову, а другой собирая фрукты. Вокруг него было много кучек разной еды, и несколько десятков любопытных маленьких лиц выглядывали из окна и перил. Эти малявки, разве они не видели человека раньше? Но это правда, был первый раз, когда они увидели живого человека. Эта маленькая лиса очень милая. Это твой питомец? Верно, личные вещи Чутяня были конфискованы. Только осмотрев ее, эльфы наконец позволили этой безобидной лисичке остаться рядом с Чутянем, временно заперев ее с ним. Маленькая лиса лежала в аналогичной хозяину позе, грызя фрукт размером с собственное тело. Этот вопрос вызвал большой переполох. Их жизнь была на кону, но они действовали так смело. У эльфов была очень долгая жизнь, и из-за этой долгой жизни они лелеяли жизнь больше, чем другие, даже можно было сказать, что они боялись смерти. Таким образом, они были очень шокированы расслабленным поведением Чутяня. Вчера эльфийское племя провело собрание, и старейшины выдвинули против вас много обвинений, ты в курсе? Чутянь дернул ухом и лениво сказал: какие преступления? Поведай мне. Первым преступлением является обман несовершеннолетней эльфийской девочки. Второе преступление — тайное похищение важного предмета у племени. Третье преступление — использование эльфов для убийства других, что вызвало недовольство между эльфами и духовными насекомыми. Четвертое преступление — Чутянь нетерпеливо махнул рукой. Короче, они обвиняют этого отца во всех смертных грехах. Тебе больше не нужно говорить, я все равно не виновен, и убийство меня не изменит этой правды, ты не боишься смерти. Чего здесь бояться, смело сказал Чутянь. Даже если вы убьете меня одного Чутяня, будут еще десятки тысяч таких, как я. Но в таком несправедливом суде я, Чутянь, должен сопротивляться до конца, и я скорее умру, чем сдамся. Эльфы были в шоке. Чутянь в фильме был храбрым воином, который выступил против влиятельного чиновника. В этот момент они почувствовали, что Чутянь перед ними пересекается с его фигурой в фильме. Это был Чутянь, которому они поклонялись. Как у такого человека могут быть скрытые мотивы, как у плохого парня? Чутянь вздохнул с грустью и сказал: «Жаль, что моя великая мечта и месть так и не осуществятся». Маленькие эльфы были полны сочувствия, поскольку Чутянь казался им возвышенным мечтателем. Они быстро спросили: «О чем ты мечтаешь?» «На самом деле моя мечта очень проста», — серьезно сказал Чутянь. «Я хочу использовать свои руки и мудрость, чтобы позволить всем людям на континенте жить хорошей жизнью. Я хочу, чтобы Ин, молодая мисс и другие прошли сквозь бездну. Исследуя глубокие тайны этого мира, эльфы выпрямились, когда услышали это. Это правда, один эльф не мог не спросить: Мэн-Ин действительно существует? Конечно. Она не только существует, она также очень хорошо дружит с принцессой Вивиан. Хотя эльфы были упрямой расой, они обладали врожденной добротой. Только это качество не всегда было хорошим, потому что именно из-за этого их расу было так легко обмануть. Все эльфы ахнули то удивление. Принцесса Вивиан дружила с принцессой Мэн-Ин, неудивительно, что принцесса Вивиан тайно покинула племя, чтобы найти этих двух людей. Средний возраст этих эльфов был невысок. По сравнению со старшими эльфами они были более любопытны, но они не были такими смелыми, как Вивиан. Чутянь сказал этим маленьким эльфам: «На самом деле я тоже могу позволить вам встретиться с ней, ее личность подходит для дружбы с эльфами. Однако я собираюсь умереть, и эльфийская раса не позволяет эльфам дружить с людьми. Жаль, как жаль». У всех эльфов были печальные и сожалеющие выражения лиц. Чутянь пил эльфийский зеленый чай, разговаривая с маленькими эльфами. Его продвинутый ум из 30 тысяч лет будущего не был чем-то, что маленькие эльфы могли вообразить, поэтому он быстро переманил детей на свою сторону. Все были очарованы, слушая его. «Что вы все здесь делаете?» Раздался голос. «Почему вы еще не ушли?» Маленькие эльфы были шокированы и мгновенно разошлись. «Что происходит?» Чутянь сел. Подошла женщина-эльф с обильным ростом. Похоже, ей было около 30 по человеческим стандартам. Если перевести это в эльфийские годы, ей должно быть 160-170 лет. Этот эльф был прекрасен, как Чэнь Бинву, но эльфы были эльфами, поэтому у них были чистые умы. Этот момент был одинаковым для них. Алидис, одна из двух старейшин племени Древа Жизни, в основном отвечала за управление наказаниями. Чутянь был отправлен сюда под стражу, чтобы предстать перед судом, поэтому, естественно, он прошел через ее руки. Эльфийский суд почти готов, и эльфийский совет прислал людей. Алидис холодно посмотрела на запертого Чутяня. «Ты готов к суду?»
Хотя эльфы обычно не выносят смертный приговор, твои преступления на этот раз очень серьезны, поэтому, скорее всего, ты будешь казнен. Пытаешься напугать меня, и я не куплюсь на это. Если он попадет в руки других рас, возможно, он испугается, но Чутянь вообще не боялся эльфов. По их эффективности, даже если Чутянь будет приговорен к смертной казни, казнь будет назначена через год или около того. Если в течение этого времени он все еще не найдет способа доказать свою невиновность или сбежать, он с таким же успехом может просто покончить с собой. Чутянь сказал без всякого выражения: «Люди рано или поздно умрут, но если одной моей смерти будет достаточно, чтобы повергнуть в хаос всю эльфийскую расу, то эта смерть того стоит». Алидис с презрением сказала: «Какая у тебя есть квалификация, чтобы говорить так?» Хотя сейчас я не ясен, но моя репутация может распространиться по всему континенту. В то время вся человеческая раса и континент будут знать о гении человеческого рода по имени Чутянь, и этот гений был убит эльфийским племенем под ложным предлогом. Чутянь был совсем не скромен, когда говорил о себе. Не только репутация эльфов будет подорвана в то время, люди также будут использовать это в качестве предлога для борьбы с эльфами. Я никогда раньше не видела такого бесстыдного человека. Фыркнула Лидис. Слухи действительно правдивы, люди все хитрые и лживы. Твои слова здесь неуместны, у всего есть возможность. Чутянь изменил тон. Как насчет того, чтобы сделать ставку? Я вижу, что ты прожила сотни лет, и тебе следовало бы выучить немало. Если я смогу победить, как насчет того, чтобы ты просто отпустила меня? Алидис холодно рассмеялась. А если проиграешь? Чутянь ответил: если я проиграю, ты можешь выдвинуть мне любое требование, если только оно не перейдет мою нижнюю линию. Любое требование. Любое требование. У тебя есть такие навыки. Хотя в этом мире есть много вещей, которые я не могу сделать, я все равно могу выполнить большинство вещей, которые ты можешь придумать. Тогда я хочу звезды на небе, ты сможешь собрать их для меня? Чутянь думал об этом несколько минут. Конечно. Псих, Алидис думала, что этот парень был ненормальным. Она повернулась, чтобы уйти. Чутянь увидел, что она уходит, поэтому он немедленно позвал ее: «Подожди минутку. Если я выиграю, ты меня отпустишь. Но независимо от результата, я могу помочь тебе с одним вопросом. Это должно тебя удовлетворить». С головой этого человека точно была проблема. Алидис ушла, даже не обернувшись. «Эй, не уходи. Я серьезно. Чутянь смотрел, как она уходила, и мог только проклинать в своем сердце. «Идиоты — это то, что я бы никогда никому не дал просто так, но раз вы этого не хотите. Не жалейте об этом с этого дня». Чутянь был заперт в маленьком домике на дереве, беспомощно потягиваясь. Благодаря эльфийской эффективности он довольно долго будет здесь заперт. В это время тихий голос внезапно вошел в его уши. «Ты действительно можешь собрать звезды с неба?» Кто говорил? Чутянь оглянулся и увидел маленькое существо, внезапно поразившись. Это существо, может ли это быть легендарной? Цветочной феей, маленький человечек размером с палец в настоящее время стоял на окне. Это существо было очень особенным. Они выглядели точно так же, как эльфы, но их телосложения были особенно маленькими, а также имели дополнительную пару крыльев. Эти крылья были такими же тонкими, как крылья цикады, и имели форму крыльев бабочки. Они были ясными и прозрачными, и выглядели очень красиво. Чутянь раньше видел эту расу в одной древней книге. Эти маленькие существа были эльфами цветов и были ветвью эльфийской расы, также называемой цветочными феями. Но не смотрите на них свысока, эта раса была далеко не слабой. Глава 380. Лесной суд. Маленькая лиса подняла голову, и в его глазах появилось странное свечение. Казалось, он очень заинтересован в цветочной фее, потому что маленькая лиса чувствовала очень сильную энергию, спрятанную в этом маленьком теле. Никогда бы не подумал об этом. В этом проклятом месте даже будут цветочные эльфы. Чутянь очень удивился, словно нашел спрятанное сокровище. Цветочные феи обладали многими врожденными навыками, которые были очень желанными, и они также считались ценными сокровищами, так что в будущем люди начнут на них охоту, доведя эту расу до границы вымирания. Чутянь никогда не думал, что в лесу хаоса будет обитать эта таинственная раса. У цветочных фей было много способностей. Во-первых, у них были лечебные способности. Маленькие тела цветочных фей обладали очень сильной врожденной жизненной энергией, и они могли извлекать жизненную сущность из земли и растений и использовать ее для лечения любых ран. Если у кого-то была цветочная фея, это было равносильно тому, чтобы иметь несколько жизней. Так что, исходя из этого, они привлекли жадность многих людей.
Во-вторых, это их растительные способности. Цветочные феи были естественными садовниками, поэтому независимо от того, какую драгоценную траву вы выращиваете, до тех пор, пока есть цветочная фея, в большинстве ситуаций урожай был бы богатым. Более того, цветочные феи могут увеличить скорость роста в 10 раз, поэтому для созревания травы, которая занимает 10 лет, потребуется всего 1 год. В-третьих, это поиск спрятанных сокровищ. Цветочные феи могли общаться с деревьями, цветами, травой и землей. Если в горном лесу было спрятано сокровище, цветочные феи могли легко его найти, поэтому искатели приключений особенно жаждали их. Это 3 способности, о которых слышали и сами видели люди. А что касается других способностей, которыми обладали цветочные феи, Чутянь слышал только о некоторых из них. Например, сами цветочные феи были ингредиентом высшего сорта, поэтому некоторые злые алхимики непосредственно превращали их в ингредиенты, которые могли повысить качество пилюли. Если кто-то очищал пилюлю полу бессмертного ранга, если в нее будет добавлена цветочная фея, то пилюля, которая должна была быть очищена, может непосредственно достигнуть бессмертного ранга. Это не было доказано, но за этим стояла солидная теория. Это было потому, что цветочные феи были формы жизни, которые рождались из сущности лесной жизни. У цветочных фей не было мужского пола, и каждая из них появлялась на свет как женщина. Сами они были очень драгоценными сокровищами, но поскольку у них не было возможности размножаться, цветочных фей было немного. Чутянь посмотрел на маленькую цветочную фею и решил создать с ней дружественные отношения. «Цветочная фея, как тебя зовут?» Ты меня узнал?» Я думала, что кроме эльфов не будет другой расы, которая знала бы о нашем существовании на континенте. Маленькая цветочная фея показала приятный сюрприз. Она тут же взмахнула крыльями бабочки и облетела вокруг Чутяня. «Меня зовут Лулу». Цветочная фея оставляла за собой пыльцу, как маленькие огни, когда пролетела мимо, что заставило маленькую лису хвататься когтями несколько раз. Он использовал свой нос, чтобы всосать легкий порошок, и на его лице появилось опьянённое выражение. Лулу также была поклонницей Чутяня. Когда Берсён подарил Вивиан проигрыватель, племя цветочных фей позаимствовало его на долгое время. Цветочные феи были редкоросой и обладали слабыми способностями к размножению, поэтому их было немного, но в племени Древа Жизни они занимали высокое положение. Лулу спросила с невинным выражением: «Ты действительно можешь собрать звезды с неба?» «Разве это сложно? Пока я смогу сделать космический летательный аппарат, я смогу собирать материалы из космоса». Чутянь похлопал себя по груди и сказал: «Для меня это лишь маленький вопрос». Лулу выглядела потрясённой и восхищённой. «Ты действительно можешь сделать что угодно?» Конечно, нет. В этом мире было много вещей, которые он не мог сделать, поэтому с этой невинной маленькой цветочной феей Чутяню не позволяла совесть много хвастаться. Он просто спросил любопытным голосом: «Ты мне не веришь? У меня много навыков, как насчёт того, чтобы проверить?» Лулу упала на ладонь Чутяня и удивлённо посмотрела на него. «Как мы можем проверить?» Чутянь без всякой бдительности посмотрел на цветочную фею и сказал: «Я могу назвать самую большую головную боль для вашей расы цветочных фей». «В самом деле? Тогда скажи это». Разве раса цветочных фей не ломает себе голову над тем, как можно прорастить семя древа жизни? Глаза Лулу широко раскрылись в шоке. Откуда ты об этом знаешь?» «Лесные эльфы рассказали тебе». «Зачем лесным эльфам рассказывать мне это?» «Конечно, они не будут». Чутянь сказал с загадочной улыбкой: «Я также знаю, что цветочные феи обладают особой растительной способностью, которая позволяет вам выращивать любые редкие растения. Единственное, что вы не можете вырастить, это семя древа жизни, я прав?» Лулу кивнула, как курица, клюющая рис. Цветочные феи нашли семя древа жизни, вот только изучая его на протяжении многих поколений, мы еще не достигли прогресса. Все говорили, что семя, скорее всего, мертво, и нет никаких шансов, что оно снова прорастет. Сказав это, Лулу показала грустное выражение, но она снова произнесла голос, наполненный благоговением: «Ты пророк? Откуда ты знаешь секрет расы цветочных фей?» Чутянь, конечно же, не был пророком. Но цветочные феи в истории, в конце концов, успешно вырастили семя древа жизни, и именно из-за этого они вызвали огромный ажиотаж, принесший им гигантскую катастрофу. На цветочных фей начали охоту, а росток древа жизни был украден людьми. Однако у людей не было возможности вырастить древо жизни, поэтому этот материал божественного уровня был, в конце концов, потерян. Этот вопрос имел глубокое значение в истории, потому что он был взрывной точкой битвы между людьми и эльфами. Конечно же, люди победили. Однако ученые более позднего поколения считали этот вопрос большим пятном в истории человечества, которое непосредственно разрушило дружбу между людьми и эльфами. Так как он теперь здесь. Он не мог позволить этому событию повториться. Чутянь сказал Лулу:
у меня есть способ помочь цветочным феям прорастить семя древа жизни. Правда. Голос Лулу увеличился в несколько раз. Что это метод? Быстро скажи, Лулу. Чутянь медленно объяснил. Семя древа жизни не умерло, скорее оно впало в глубокий сон. Это потому, что на континенте после Великой Древней Эры не было подходящей почвы для выращивания древа жизни. Поэтому, независимо от того, сколько энергии вложили в него цветочные феи, вы не получите никаких результатов. На самом деле совсем несложно пробудить семя древа жизни. Вам просто нужно получить какую-нибудь великую древнюю ауру из еще не рассеявшихся пространств и использовать специальный метод, чтобы ввести ее в семя и пробудить его. У Лулу закружилась голова, когда она услышала это. Как это сделать? Это требует техники высокого уровня, особенно пространственных технологий. Я готов помочь цветочным феям, но жаль, что нынешней я уже не смогу помочь. Чутянь вздохнул. Божественная вещь, такое как древо жизни, неспособность увидеть его возрождение, навсегда будет моим сожалением. После этих слов Лулу наконец-то вернулась к реальности из мира своих фантазий. Тебе не нужно беспокоиться об этом, я придумаю способ. Лесные эльфы не смогут убить тебя. Я обещаю. Сказав это, маленькая цветочная фея вылетела из окна и мгновенно исчезла. Маленькая лиса закатила глаза. Его хозяин действительно умел обманывать маленьких девочек. Однако, думая о запахе цветочной феи, он не мог не облизывать губы. Если бы он мог съесть несколько цветочных фей, он мог бы развиться. Ты ничего не можете сделать с ней. Чутянь ударил маленького лиса по голове. Цветочные феи имеют глубокие отношения с эльфами. Вы хотите, чтобы вся эльфийская раса стала твоим врагом? Маленькая лиса недовольно фыркнула. Я не буду есть их, хорошо? На самом деле, по сравнению с маленькими цветочными феями, лиса больше интересовалась древом жизни. Хотя он знал, что его хозяин любил обманывать людей, его навыки были неплохими. Поскольку он дал обещание, то он действительно мог вырастить древо жизни. Через несколько дней Алидис пришла за Чутянем, так как был собран эльфийский суд. Чутянь был готов предстать перед эльфами как виновник. Прошло 300 лет с тех пор, как племя древа жизни в последний раз проводило суд. На этот раз из-за отношения к принцессе Вивиан они должны были быть особенно осторожны в этом. Когда Чутянь прибыл на эльфийский суд, он был ошеломлен на некоторое время. Эльфийский суд был в странном лесу. Они были окружены несколькими десятками больших деревьев, которые были достаточно толстыми, чтобы вокруг них было 20 нормальных деревьев. На ветвях деревьев было много строений, похожих на большие дома, и на ветвях стояло много эльфов. Эта утомительная и сложная церемония продолжалась в течение 2 часов, прежде чем Чутянь и Вивиан были выведены. Все окружающие эльфы обсуждали что-то друг с другом, и многие эльфы впервые увидели человека. Когда молодые эльфы увидели Чутяня, они были полны волнения и беспокойства. На самом высоком дереве перед ними встал старый эльф. Вокруг него были старейшины племени Древа Жизни, и он, должно быть, был главным судьей этого процесса. Я вице-спикер Совета эльфов Улис. Этот старый эльф просто представился. С лесом и богом жизни в качестве свидетелей мы сейчас же начнем эльфийский суд. Чутянь чувствовал себя немного нетерпеливым. Сначала мы допросим жертву. Аберсён, третий старейшина племени Древа Жизни, пожалуйста, выйдите. Эльфийский старейшина Аберсён вышел. Когда он увидел маленькую принцессу, уставившуюся на него, он не мог избавиться от чувства беспокойства, но поскольку на этот раз он стал жертвой, а маленькая принцесса была слишком безудержной, если бы ей не преподали урок, в будущем она вызовет еще больше неприятностей. Чутянь чувствовал себя очень нетерпеливым. У эльфов были слишком длинные жизни, и они делали все очень медленно. Когда они станут более эффективными, в это время из окружения можно было услышать несколько ударов. Эльфы были удивлены, увидев несравненно высокого трианта, медленно идущего к ним. Улис спросил несколько удивленным голосом, почему этот заслуженный триант внезапно пришел к нам в гости. Как правило, трианты не двигались и большую часть времени оставались на месте, они никогда бы не подумали, что один из них придет сюда, чтобы принять участие в сегодняшнем испытании. Когда все были удивлены, триант прямо сказал: «Этот человек — гость нашей расы триантов, мы надеемся, что он не будет ложно обвинен в каких-либо преступлениях». Когда это было сказано, вся эльфийская раса была шокирована. Эльфийская раса готовилась в течение нескольких дней и провела свое расследование, усердно трудясь, чтобы подготовить справедливый суд. Внезапно появился триант, и все были потрясены этим. Правильно, я здесь, чтобы контролировать процесс. Если Чутянь не виноват, вам лучше не думать о том, чтобы обвинить его в чем-то ложном. Несколько цветочных фей вылетели из трианта. Он также гость нашего племени цветочных фей.